Друзья, снова всем привет! Добро пожаловать в студию Aqua Dream из солнечного Вьетнама. Ну что, сегодня вторая часть нашего проекта Ивагуми. И сегодня самая интересная часть – это посадка растений. Также сегодня мы с вами подключим фильтр. И сегодня я вам покажу свою систему CO2, все части, которые к ней прилагаются. И также сегодня мы ее подключим, заполним аквариум водой и посмотрим на финальный результат. Как я уже говорил ранее, сегодня в этом проекте Ивагуми я буду использовать только Монте-Карло и немножко Hairgrass. Монте-Карло у меня 11 лоточков 10 на 5 сантиметров. И перед тем, как сажать Монте-Карло, мне нужно его весь вытащить из этих лоточков, очистить от губки, в которой он продается. То очень долгий и кропотливый процесс. Поэтому давайте поскорее начнем, и я ускорю видео, чтобы вы не заснули. Ну что, друзья, я закончил. Весь процесс я снимать не стал, потому что это оказалось очень долго. Губка, в которой продаются эти растения, очень плохо очищалась. Где-то было легко ее очистить, где-то было совсем сложно. В общем, сколько смог, столько ее снял. Где-то вообще оставил, вот, допустим, Hairgrass. Здесь вообще губка еле счищается. В общем, попробую счищать маленькие кусочки перед посадкой еще дополнительно. А если не будет счищаться, буду сажать прямо так. Надеюсь, эта губка сильно не будет портить рост растений и воду. Ну что поделать, во Вьетнаме вот так выращивают на фермах растения в таких губках. Неудобно. В геле, конечно, растения намного чище, удобнее использовать и нет таких затрат времени для подготовки их. Ну что, 11 лотков Монте-Карло, 3 лотка Hairgrass. И, кстати, совсем забыл, у меня еще одно есть растение, которое я взял и тоже его буду использовать. Сейчас покажу. Вот, я также решил взять Пагастимона. Вот с системой CO2 он точно будет расти, поэтому оно тоже низкорослое, очень красивое. Придумаем, где посажу. Ну что, давайте начнем посадку. Друзья, я совсем забыл, что у меня же есть биогумус. Биогумус я также использовал в своем первом Ивагуми, круглом аквариуме, где у меня Монте-Карло растет прекрасно, без подачи CO2. Мне кажется, что биогумус является очень хорошей подпиткой и также помогает корням Монте-Карло хорошо зацепиться и быстро прорасти. Но так как аквариумный сойл я уже засыпал и весь его, все 10 литров использовал, у меня есть еще совсем чуть-чуть аквариумного сойла. Что я сейчас сделаю? Я насыплю тонким слоем биогумус, углублю его внутрь немножко, насколько получится, и еще сверху тонким слоем насыплю аквариумного сойла. Тем самым немножко углублю камни, что мне кажется будет еще лучше.
Итак, теперь нужно обильно все вспрыснуть водой, так как опрыскиватель у меня маленький для такого размера. Я буду использовать свой поливной шланг с функцией опрыскивания, что будет гораздо быстрее. Ну что, друзья, поехали! Посадка растений. Главное не надорвать спину.
Друзья, посмотрите, какая получилась красота. Вы только посмотрите. Это же просто супер красиво. Я пока сажал, не видел, но когда сдалека посмотрел, эмоции просто зашкаливали. Ради таких эмоций стоит постараться. Просто нереально красиво. Вы только посмотрите на этот ландшафт. А представляете, через 4-6 месяцев, когда Монте-Карло разрастется, как будет красиво. Не будет этих черных пробелов. Ну, красота. Кстати, Монте-Карло мне хватило тютелька в тютельку. Я прямо точное количество купил. Вот здесь вот немножко лысенькая часть получилась. Но вот эти пробелы большие. У меня же еще есть Hair Grass. Поэтому вот эти большие пробелы здесь и вот здесь, под камнями, я засажаю Hair Grass'ом. Ну что, друзья, посадка растений наконец-то закончена. Спину я не сорвал, со мной все в порядке, но, конечно, подустал. Но еще впереди мне показать вам систему CO2, подключить ее и подключить фильтр и наполнить аквариум водой. Значит, Hair Grass везде вокруг камушков. Еще один лоток у меня остался, но я уже не стал сажать. Мне кажется, вполне этого достаточно. Пагастимон, я долго думал, сажать его или нет, но так как
он растет с системой CO2, а этот аквариум у меня первый, который с системой CO2. Поэтому девать мне его некуда, иначе он погибнет. Поэтому нужно обязательно его куда-то посадить. В общем, я его посадил вот здесь вот вперемешку с Монте-Карло, вот здесь в центре. Начиная с заднего плана и впереди вот там один кустик или два кустика. Здесь также hairgrass вокруг камушков. Ну супер. Итак, друзья, система CO2 для нашего аквариума. Значит, здесь у меня, собственно, баллон. Он на 3 литра. Его хватит, ну, я думаю, на 3, может, 4 месяца. И потом просто нужно будет его отвозить. И за небольшие деньги его будут обратно набирать газом. Значит, сам баллон на 3 литра. Здесь у меня сам реактор с двумя манометрами, высокое давление и низкое давление. Вот они два. Дальше соленоид, вилка. Вилка будет уходить в таймер, то есть система подачи CO2 будет работать по таймеру. За час до включения света подача CO2 будет включаться, и за час до выключения света автоматически подача CO2 будет выключаться, и соленоид в этом плане будет помогать. Дальше я сразу купил разводку на 3 аквариума, так как в будущем будет еще 2 на той же стороне. То есть 1, 2, 3, разводка на 3. Эти пока закрыты. Открыть будет только для нашего аквариума. Вот он. Значит, это счетчик пузырьков газа. Собственно, сама трубка. Будем резать, будем подводить. Диффьюзер. Вот такой маленький, симпатичный. Вместе с диффьюзером я купил набор. Вот это предохранитель от попадания воды из аквариума в систему CO2. И также вот такая трубка здесь была в наборе. Вот такая трубка, которая сажается на стенку аквариума. То есть она будет предохранять трубку от сгибания от стекла и не будет блокировать подачу CO2. Собственно, присоски, счетчик уровня CO2 в воде. Здесь с ним жидкость. То есть по цвету реагента мы будем определять, какой уровень CO2 в аквариуме, и контролировать его. Ну вот, собственно, все. Это все с CO2. Можно было еще, конечно, заморочиться и купить реактор, в который напрямую попадает CO2, там перемешивается, потом попадает в фильтр, там тоже перемешивается и уже в полностью растворенном виде выходит в аквариум. Конечно, можно было на этом заморочиться, но насчет реактора я пока не уверен, так как у меня разводка на 3 аквариума, каждому реактор это слишком. Поэтому будем пользоваться без реактора, тоже будет, я думаю, что вполне хорошо. Не растворившиеся пузырьки газа, которые будут подниматься на поверхность воды, будет также засасывать дополнительный скиммер, который у меня, я вам показывал, на трубке фильтра. Также у меня есть, я взял еще дополнительный скиммер, вот такой, но он довольно большой, громоздкий. Я не уверен, если я хочу ставить его в этот аквариум. Посмотрим. Если одного скиммера не будет достаточно, либо
потока воды будет недостаточно для перемешивания СО2 по всему периметру воды, тогда в будущем, возможно, и буду использовать этот скиммер. Пока я его устанавливать не буду. Ну что, давайте все подключим, и уже в подключенном виде я вам уже в конце все опять покажу. Ну что, друзья, все подключено. Первый раз подключаю систему СО2. Так было волнительно, как будто я работаю с бомбой. Но надеюсь, что я все подключил плотно, правильно, и все будет хорошо работать. Так, значит, счетчик пузырьков. Добавил внутрь жидкость. Трубочка пошла. Предохранитель. Предохранитель для трубки вот здесь. И сам диффьюзер. Фильтр. Значит, поток воды, выход воды над диффьюзером. Пузырьки будут подниматься и потоком воды уноситься вглубь воды и перемешиваться. Также те пузырьки, которые убегут, будут попадать вот сюда, в скиммер, и уходить в фильтр и перемешиваться там. Ну, вроде вот такая система получилась. Сам фильтр уже готов. В этот раз еще прилагались вон дополнительные зажимы для трубки. Верхнюю часть я зажал. Вот эту зажму, когда воду пущу в фильтр, он наполнится и можно будет его включать. Ну что, друзья, пожелайте мне удачи. Начинаем все включать. Надеюсь, что все будет работать. Фуф, ну что, друзья, наконец-то система СО2 заработала. Пузырьки пошли. Наверное, сразу 5-го я смог запустить. Вот их все больше и больше становится. Но даже несмотря на то, что я только что СО2 включил, смотрите, свежий Монте-Карло уже вовсю пузырится, вон как. Вода, правда, еще совсем мутная, но она скоро отфильтруется. О, пузырьков все больше и больше. Отлично. Но СО2 я сейчас отключу, конечно же, ночью он не будет работать, свет я отключу и настрою таймер, по которому СО2 завтра включится за час до включения света и будет выключаться автоматически за час до выключения света. Ну а финальное видео я сделаю через несколько дней, когда вода полностью отфильтруется, станет кристально чистой и увидим с вами финальный результат. Ну что же, друзья, прошло 7 дней с момента запуска этого аквариума. Я хотел сделать финальное видео этого аквариума, когда уже вода станет кристально чистой, и дотянул этот момент до того, как стала появляться бурая водоросль. То есть началась стадия бурой водоросли. Она обычно появляется на 2-й неделе, но здесь она наступила пораньше. И, к сожалению, в чистом красивом виде этот аквариум не удастся сегодня заснять. Буду вам показывать его таким, какой он есть на стадии
второй недели. Можно было бы, конечно, подождать еще несколько недель и сделать красивое видео финальное, но ждать еще несколько недель я не хочу, и оставлять вас без видео и без финального результата еще на 3 недели тоже не хочется. Поэтому сегодня на него посмотрим, как он выглядит на вторую неделю. А вообще его финишная красота наступит только примерно через месяца 4, а то и 6 месяцев. Поэтому в любом случае ждать придется еще долго до его финальной красоты. Поэтому давайте расскажу вам немножко, что с ним произошло за эти 7 дней. Итак, ну что, на протяжении 7 дней посмотрите, как сильно происходит фотосинтез, как много пузырьков кислорода поднимается от Монте-Карло. Значит, Монте-Карло, как и всегда в Вагуме проекте, начинает приживаться. Приживается он медленнее, чем, допустим, Hairgrass. И, как всегда, на начальной стадии он начинает сбрасывать старые листики, те, которые были в воздушной форме. То есть некоторая часть листиков начинает подгнивать, он их сбрасывает, и сразу же появляются новые свежие листики. Судя по пузырькам кислорода, можно понять, что фотосинтез проходит очень успешно и быстро. Но несмотря на это, стадию бурой водоросли не избежать. Она проходит всегда. Причем больше всего бурая водоросль появляется именно в Ивагуми проекте. Если помните мой круглый аквариум с Ивагуми проектом, там также была стадия бурой водоросли, и во время этой стадии меня даже не было в городе. Я уезжал на 5 дней, и несмотря на то, что я не менял воду все эти 5 дней, и там была бурая водоросль, причем ею заросло практически все. Несмотря на это, она также со временем быстро ушла, и Монте-Карло покрыл все дно свежими зелеными листиками. Поэтому эту стадию всего лишь нужно пережить, нужно некоторое время. Вот если увидите, если камера вам передаст, вот бурая водоросль начинает появляться на растениях, на камнях, немножко вот снизу на камнях. Вот видите, у Монте-Карло верхние листики подгнивают, они просто подгнивают, стебельки и опадают, и сразу же на их месте появляются новые. Вот, допустим, к примеру, вот этот листик Монте-Карло, если заметите, на месте, где сгнил и оторвался старый листик и стебелек, вон там растет уже новый. Пока он смотрится не так презентабельно, как он будет смотреться в будущем, но это всего лишь вторая неделя. И если посмотреть на скорость развития Hairgrass, посмотрите, как быстро за 7 дней кустики разрослись. Посмотрите, сколько новых зеленых листиков появилось. Он становится выше, зеленее, пушистей, и он уже стал разрастаться в разные стороны. Вот если заметите, там по бокам уже начинают появляться листики. Видите, намного пушистей стал, чем 7 дней назад, когда я его только посадил. Уже намного красивее смотрится. Также немножко водорослей появляется на камнях. Когда я меняю воду, я просто камушки аккуратно зубной щеткой счищаю. И они по-прежнему чистенькие. Итак, СО2 вовсю работает. Вот пузырьки СО2 поднимаются, уносятся сразу же потоком воды из фильтра. Здесь также у меня работает скиммер. Он засасывает в себя всю биопленку сверху, а также те пузырьки углекислого газа, которые поднялись на поверхность, он находится рядом. Он также их засасывает, они проходят через фильтр и в полностью растворенном виде выходят обратно в аквариум. Также, как вы помните, я вам сказал, что я заказал скиммер. В общем, попробовал я установить скиммер вот в тот угол, чтобы он уносил также потоком те пузырьки, которые не растворились, доплыли до этого угла обратно в эту сторону. И вот так по кругу они должны были бы плавать до момента, пока они полностью не растворятся в воде. Но
скиммер этот, который я купил, он оказался, во-первых, слишком большим, во-вторых, слишком мощным, поток воды от него слишком сильный, и мне он не понравился. В общем, я его убрал, и я заказал другой скиммер, мини, совсем маленький. Он скоро должен мне прийти, я его установлю вот в этот угол. Как я вам уже говорил, это первый мой аквариум с CO2. И я первый раз работал с CO2 системой, и с первой проблемой, с которой я столкнулся, первые 2 дня я не мог понять, почему у меня выбивает трубку вот из этого предохранителя, потом выбивала трубку вот отсюда к диффьюзеру. В общем, я не мог понять, то ли я что-то делаю не так с давлением из бака, либо я что-то накрутил в регуляторах. В общем, в итоге я понял, что я использовал неправильную трубку, несмотря на то, что у продавца было написано, что эта трубка для CO2, она совершенно не подходила к CO2 системе, она была слишком мягкая и неплотно сажалась на трубки и на предохранитель. То есть ее спокойно выбивало давлением газа. Я поменял эту трубку вот на такую, прочную, прозрачную. Она прекрасно села, очень плотно, крепко держится, и теперь у меня никаких проблем. Система CO2 отключается автоматически. За час до включения света она включается, пузырьки пошли. И за час до выключения света она автоматически выключается, то есть подача CO2 прекращается. На счетчике пузырьков пока что у меня установлено 1 пузырек в секунду, или я бы даже сказал 1,5 в секунду, судя по скорости. В общем, на мой объем 94 литра этого аквариума я точно не уверен, сколько пузырьков все-таки CO2 мне нужно. Мне кажется, что вот этой подачи 1 либо 1,5 пузырька в секунду вполне достаточно, потому что показатель уровня CO2 показывает цвет зеленым. Я проверял pH. pH у меня 7, то есть сильного снижения pH воды нет. Я понаблюдаю в будущем, насколько будут хорошо расти растения. Если нужно будет увеличить количество пузырьков в секунду подачи CO2, я увеличу. Но судя по тому, как проходит активно фотосинтез, посмотрите, сколько пузырьков, сколько поднимается кислорода. Я думаю, что 1-1,5 пузырьков в секунду вполне достаточно. Пагастимон, так же как и Монте-Карло, сбросил старые листики, они подгнили и опали, и появились новые зеленые. То есть он будет разрастаться, менять форму. И мне показалось, что вот сюда я подсажал 1 маленький кустик, и уже вырос 2 рядом, если я не ошибаюсь. Но мне кажется, что я сажал 1. С таким активным фотосинтезом, конечно, я не удивлюсь, если появилось 2 пагастимона за 1 неделю. Можно было бы, конечно, сделать сухой старт, ждать как минимум 5 недель и только потом заливать аквариум водой, когда Монте-Карло полностью покроет все дно, станет красивым, корни врастут в субстрат, он разрастется, станет плотно держаться. Но, сами понимаете, 5 недель – это слишком долго для меня.
Ну что же, друзья, на этом все. А следить за эволюцией этого аквариума мы будем вместе. И в будущем я хочу выложить серию фотографий с первой недели и до 6-го месяца. Через 6 месяцев, когда этот аквариум будет сиять своей полной красотой, мы увидим, как он эволюционировал со временем. Ну а чтобы этого не пропустить, подписывайтесь на мой канал обязательно. Ставьте лайк этому видео, если вам понравился мой новый проект. Также не забывайте, что я составил список почти всех материалов и инструментов, которые я использую для аквариумов, которые вы также сможете приобрести на AliExpress и заказать себе в Россию либо в другие страны. Так что переходите в описание под этим видео, переходите по ссылкам и делайте свои покупки. Также в этих ссылках вы найдете лампы, те, которые я использую для всех своих круглых аквариумов. Вы много у меня про них спрашивали. Также вы сможете найти некоторые круглые аквариумы, не самые большие, но они все же там есть. Ну что же, впереди ждут нас новые проекты. Увидимся с вами снова. Пока-пока.